Привет, друзья! Вы снова на канале Грибоед. Мой давний друг Юра Рязанов открыл мне большую тайну. Он открыл место, где растут не только мухоморы, но и маслята. И сегодня я иду именно за этим замечательным грибом. Взял я на всякий случай 2 корзины. Может, мне повезет. И вот как раз за моей спиной находится это замечательное поле чудес. Это поле огромная вырубка, где растут маленькие сосны, и там полно маслят. И сегодня не только я при вас буду собирать этот гриб, но еще и рассказывать вам кое-что интересное об этом грибе. Ну что, вперед за маслятами! Вот оно, мое поле чудес. Поле чудес. И вот эти сосны. Вот под ними надо искать очень внимательно. Здесь везде могут быть маслята. Так, ну что, начнем с этой сосны. Так, и заглядывать желательно под веточки. Внимательно искать. Внимательно. Так. О, смотрите. Ха! Что и требовалось доказать. Вот он сидит. Вот он. Маслючок. Так, первый маслючок. Посмотрим, что он из себя представляет. А представляет он из себя, мне кажется, червивый гриб. Сейчас посмотрю внимательней. Смотрим. Червячки. Мы червячки, мы очень любим маслючки. Видите? Весь червивый. Жалко. Пока что неудача. Так, ну надежду я, конечно, не теряю. Поле здесь действительно огромное, поэтому, он мне попался. Так, ну, хоть ты будешь хорошим и не червивым. Ага, тут даже несколько штук. Так, ладно, начнем с одного. Такс. Да. Не особо молодые, конечно. Оп. Ага. Но если они не червивые, я их, конечно, возьму. Сейчас посмотрим. Ну, вы знаете, вот эту шляпку я возьму. В принципе, пойдет. Ну, это уже другое дело, ребята. Смотрите, рядочек маслючков. Так, у меня поднимается настроение. Отличная погода, прекрасная грибная прогулка и маслючки. Наверное, поздновато я приехал сюда. Попадаются вот они такие уже совсем взрослые здесь. Такс. Опа. Как ни странно. Этот нормальный. Ну, а этот червивый. Как они интересно прячутся. Вот, посмотрите. Казалось бы, просто горбик. Горбик. Но под иголками сидит наша находочка очередная. Маслючок. Вот так вот надо разгребать, чтобы найти. Такс, оп. Тоже старичок. А вот какой сидит впереди. Аппетитный.
Аппетитный маслючок. Ой, красивый. Ой, большой, большой какой, смотрите. Какой здоровый. Ага. Так, оп, оп. О! Ха! И представьте, чистяк. Ха-ха-ха-ха. Поле чудес. Вот оно чудо. О-о-о-о! А кто у нас в траве прячется? А кто это в траве прячется? Это зверек-маслючок. Вот он, этот зверек. Вот он, большой зверек. О, видите? Ха-ха! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, блестит, шляпка блестит. Видно, ночью шел дождь. Сейчас она такая слизкая, аппетитная. Да. Так, проверим, как ты наш тут аппетитный. Аппетитный, не червивый или аппетитный с червячком. Это мы сейчас увидим. Оп! О! Ха-ха-ха! Чистюля! Чистюля! Большой и чистый. Класс! Ха! Мне это определенно нравится, нравится, нравится. Тари-дари-дари-да-дара-дара-дай. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Объедение. Объедение. Так, сейчас будем смотреть. Так. Ну, держим кулачки. Угу. Не получилось, ладно. О! Ого, а вот это здоровый какой. Маслючище. Маслючелло. Я его, скорее всего, брать не буду. Да не скорее всего, а точно. Он уже такой совсем прям. Но я его вам покажу. А ну-ка. А ну-ка. А ну-ка. О-о-о. Смотрите какой. Ого. Здоровелло. Да? Маслючелло здоровелло. Вот такой. Просто из-за спортивного интереса. Вот просто. Оп. Ну, естественно, червивый. Так, оставайся, дружок. Не с нами, а вот здесь в траве. Все. Под удивительной сосной растет масленок дорогой. Вот он, вот. А не, это что-то другое. Так, и что же это? Что же это? Что же это у нас? О! Ха-ха! А это рыжик, смотрите. Смотрите, рыжик здесь вырос. Вот это круто, ничего себе. Вместе с маслюками растут рыжики тут. А вон, смотрите, еще. Еще что-то прячется. Еще что-то прячется. Ага. Так, ага. Смотрите, еще один. Сюрприз. Сюрприз. Так. А, и третий. Уже вижу третий. Уже вижу. О. Вот, смотрите. Тоже находка. Тоже повезло. Замечательный, прекрасный съедобный гриб. Тарина-нина. Нина-нина. Нина-нань. Рыжик-пыжик, где ты был? Под сосною вот купил. Шутка. Шутка. О, какие. Рыжуха. Рыжуха. Похоже на лисичку. Я имею в виду на животное. Лисичку, а не на гриб. О, какой. Та-та-та-та-та-та-та. А, суперовский.
Друзья мои, точно поле чудес. Вы только посмотрите. Вон сидят. Посмотрите дальше. В траве, в траве, в траве. Вот надо внимательно смотреть в траве. Вон еще пару штук. Видите? Вот они. Ага, ага. Да. Шляпки даже под травой блестят. Вот еще, смотрите, еще несколько штук. Прямо здесь, смотрите. Вот еще 3. Ничего себе. И дальше. Это еще не конец. Посмотрите. Посмотрите, что делается. Все, собираю. А вон еще один. Вон еще один. Так, ну что, вперед. Вперед. Гриб масленок – это солнечный гриб. Он любит солнце. Если обратить внимание на рост этого гриба, можно заметить, что шляпку он немного наклоняет именно в солнечную сторону. Масленок всегда поднимает настроение грибнику, особенно когда растет большими семьями и не составляет труда насобирать полную корзину этого гриба. Но оказывается, масленок – это еще и гриб любви. В составе гриба присутствует фенилэтиламин. Это вещество, которое дарит человеку чувство влюбленности. Маслята получили свое название из-за скользкой кожицы на шляпке. Она словно натерта маслом. Гриб масленок встречается практически по всему миру, даже в Африке и в Австралии. Но особенно он распространен в Европе, Азии, России и Северной Америке. Маслята в основном растут под хвойными деревьями, но не любят темные места. Чаще всего гриб можно встретить на опушках леса, на обочинах лесных тропинок, на полянках, вырубках, в зарослях хвойного молодняка. Маслята – это вкусные, полезные и низкокалорийные грибы. В составе маслят присутствуют витамины и минералы. В грибах обнаружены антибиотики и иммуностимуляторы. Армянские биохимики обнаружили выраженное антиоксидантное действие масленка, а в 2008 году обнаружили, что в масленке присутствуют соединения, обладающие высокой противоопухолевой активностью. Даже в китайской традиционной медицине масленок используют для снятия головной боли и болей в сердце. Поэтому продолжаем собирать наш солнечный грибок. Вы знаете, в основном сегодня взрослые грибы попадаются, а вот здесь, смотрите, манюни. О, прям на ощупь чувствуется, что уже молоденькие грибочки. Смотрите какие. Смотрите какие. Так. О, нормалек. О, еще один нормалек. Ну, так вот это ж гриб, это ж гриб. Ну, этот, естественно, тоже. Видите? Чистюльчик. Так, а ты что нам расскажешь? А ты расскажешь, что ты недавно вылез из земли и дождался грибоеда. О, смотрите, какие молоденькие. Вот это то, что любишь. Вот это маслючина. Вот это маслючина. Смотрите, еще одна маслючина. Еще одна чистюля. Да, это здорово, что в этих местах грибники не лазили. Очевидно, смотрите. Смотрите, смотрите, как они сияют. Маслюки уже скоро будут потихонечку заканчиваться. Вот видите, гнилых очень много таких попадается. Но если смотреть внимательно, то можно и такие найти. Смотрите. А если смотреть еще по сторонам, где тут он? Вот он маленький. Да.
О! О! Это бомба. Это бомба. Смотрите, какие. Так. И что интересно, ребята, в этом месте полно вот таких вот грибов. Это красный мухомор. Вон, смотрите, какой красавец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Красавец. А вот еще один. А вот еще один. Слушайте, пришел я сегодня за маслятами И попал на рыжиковое место. Посмотрите, какой. Ай-яй-яй-яй-яй. Один. Второй. Ну, этот какой-то уже староватый. Вон третий. Они здесь все такие здоровые. Вон четвертый. Вон пятый. Ха-ха. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну-ка. Ну, вы знаете, ножка неплохая, такая плотненькая. Сейчас посмотрим дальше. Ага. Такс. Так. Угу. На-на-на. Да, рыжик это отличный гриб. Чудесный грибок. Смотрите. Смотрите, что делается. Смотрите, что делается. А? Вот еще. О. Нормалек. Нормалек. О. Этот за веточкой прикрылся. О. Вот это рыжики. Вот это рыжики. О. Красота. Вот это, друзья, настоящее поле чудес. Я забрался в такое место на этом поле, где реально не ступала нога человека. И столько старых маслят попадается. Понимаете? Вот, посмотрите, какие здоровые, монстры просто. Но, к сожалению, они уже перезрели. Они уже старые. Дело в том, что поле настолько огромное, что, очевидно, у людей не хватило желания и сил дойти до конца этого поля, зайти в глубину. Но в этом есть плюс. Вот я сейчас ради спортивного интереса один все-таки сорву. Да, старичок. Видите какой? О, старичок. Вот так вот. Вот такой, ребята, у меня сегодня сумасшедший урожай грибов. В этой корзине у меня маслята, здесь у меня рыжики и красный мухомор. Для чего я собираю красный мухомор? Это большая тайна. Конечно, в основном попадались такие грибы уже пожилого возраста, вот такого плана. Вот. Я брал из них только те, которые не червивые и не раскисшие, более-менее плотные. Вот. Но радует то, что были вот такие вот малыши, совсем молоденькие грибочки. Видите? Отличного качества. Но факт остается фактом. Маслята потихонечку уже отходит. Время их заканчивается. Ну и во второй корзине, как я говорил, это шикарный гриб рыжик. Все его прекрасно знают. Гриб просто великолепный. Его можно кушать даже в сыром виде. Из него можно делать все, что угодно. Вот. И мариновать, и солить, и квасить, и жарить, и что вашей душе угодно. Ну и, конечно, красный мухомор. Какой из этих трех грибов лучше? Мнения могут быть разные. Но красный мухомор на самом деле это очень лечебный гриб. Ну и теперь самое главное — донести вот эти корзинища домой. Чем я сейчас и займусь. Так что, ребята, до встречи. Всем пока. До следующих грибных походов.